храм стекает. Привет, друзья! С вами Галя Карен. Мы говорим Барселона, подразумеваем Гауди. Мы говорим Гауди, подразумеваем Барселона. И да, сегодня мы пройдемся по культовым иконическим местам, построенным рукой этого архитектора. Мы посетим с вами 4 объекта: Каса Висенс, Каса Мила, Каса Бальо и Саграда Фамилия. Ну что, погнали? Каса Бальо – одна из великих построек Антонио Гауди. Дом построен без единого угла, без единой ровной линии. Это особенность архитектуры Гауди. Смешливые каталонцы в свое время обозвали его «дом костей», «дом с черепами» из-за того, что Гауди ушел от модного тогда стиля модернизма и создал свой неповторимый особенный стиль в архитектуре. Дом построен для промышленного магната и перестроен с помощью Гауди в начале 20-го столетия, 1904-1906 год. Сейчас это здание находится под охраной ЮНЕСКО, открыт для посещения, здесь проводятся интересные мероприятия. В архитектуре использована работа мозаичистов, и дом напоминает миф о Святом Георгии, потому что купол, который находится сзади, это спина дракона, а башенка – это вовсе даже не церковь и не часовня. Снаружи она напоминает меч, вставленный в спину дракона. Конечно, Каса Бальо – одно из туристических и посещаемых мест в Барселоне, тем более, что оно соседствует с 2 другими домами 2 известнейших архитекторов Барселоны – Каса Аматьо Пучи Кадафалко и чуть дальше Каса Лео Морера, знаменитого архитектора Луиса Доминика и Монтанера. Но об этом я рассказываю в своих экскурсиях о модернизме в Барселоне. Каса Мила – одна из последних гражданских построек Антонио Гауди, культовое здание в Барселоне. Когда он закончил работу над этим зданием для семьи Мила, он полностью переключился на дело своей жизни – Саграда Фамилия. Но когда он строил Каса Мила, Антонио Гауди был уже настолько известным. Аристократы стояли в очередь, чтобы этот известный архитектор построил им квартиру или дом. Смешливые каталонцы и здесь тоже позабавились над этим зданием. Они его обозвали «дом-змея» и смеялись, что домашнее животное – это змея, а не кошка. Почему? Дом также построен без единого острого угла, полностью с плавными линиями. Внутри до сих пор можно посмотреть образец квартиры, в которой жили богатые люди в ту пору. Наверху крыша, где проходят мероприятия. Дымовые трубы сделаны в виде богатырей. Дом также посещаем многочисленными толпами туристов. Сделан из белого камня. Саграда Фамилия – иконический символ Барселоны и символ творчества Антонио Гауди. Над этим проектом он работал 43 года до самой своей смерти. Он присоединился к проекту в 1883 году и работал до 1926 года, когда он умер. Он вдохнул новую жизнь в Саграду Фамилию, потому что проект начался в 1882 году. Он использовал все свои знания, всю свою любовь к природной тематике. Храм выглядит как готический, но элементы Гауди неповторимы. То есть кажется, что храм стекает, вписывается в окружающую среду. До сих пор храм не закончен, но с помощью технологий 3D правительство Барселоны, правительство Испании старается закончить строительство к его столетию, к 2026 году. Каса Висенс – дом, построенный в 1883 году для промышленника Мануэля Висенса. Это необычное строение для Антонио Гауди. Здесь он еще экспериментировал над своим знаменитым стилем.
Присутствуют элементы готики, элементы модернизма, в котором тогда работали все архитекторы Барселоны, необычные цвета для Гауди, кирпичный цвет, зеленый, но уже видна яркая мозаика и его любовь к природным формам. Посмотрите, пожалуйста, на решетку около дома. Здесь полностью задействованы природные мотивы, так характерные для этого стиля, модернизма. Все объекты, которые мы посмотрели с вами сегодня, находятся под охраной ЮНЕСКО. На самом деле в Барселоне и ее окрестностях еще так много мест, построенных рукой Гауди, которые можно посмотреть. Например, парк Гюэль, винные погреба Гюэль, которые находятся в Гарафе, также дворец Гюэль. Но это тема отдельного видео взаимоотношения Гауди и его друга, мецената и покровителя Эусби Гюэля. С вами Галя Карен. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментарии. И я провожу экскурсии в Барселоне. По районам Барселоны рассказываю подробно и о творчестве известных архитекторов, и о истории Римской империи, и истории Барселоны по эпохам. Рассказываю об архитекторах и художниках. Жду вас на своих индивидуальных экскурсиях. Пока-пока!